Начали. Я одессит. Здесь родились и растут мои дети. Надеюсь, что и внуки будут одесситами. Я делаю кино об Одессе. И я хочу, чтобы дети Одессы знали, в каком прекрасном городе они живут. Сегодня Одесса известна во всем мире. И как Воронцовский маяк своим рубиновым мерцанием зовет зайти в порт торговые суда, так и Одесса, жемчужина у моря, манит своими мифами и былями, анекдотами и песнями. Город-легенда, которому суждено было стать южной столицей Российской империи, с первого дня основания Одесса – вольный город. Здесь разрешено все, что не запрещено. Подписав высочайший рескрипт о строительстве Одессы, Екатерина Великая прорубила еще одно окно в Европу, но в отличие от Петра Великого, на южную сторону. Об Одессе, столице юмора и торговли, городе солнца и свободы, о людях, для которых Одесса была и остается мамой. Наш рассказ в проекте «Южная столица». Вольный город со дня своего основания притягивал к себе не только творчески талантливых людей, но и талантливых авантюристов, джентльменов удачи с паспортами турецко-подданных. И на то были все основания. Лет 200 с небольшим тому назад перед путником открылся бы совсем иной пейзаж. Черное море, плато с крутыми обрывами и безбрежная степь, простирающаяся вглубь на многие версты. И стены небольшой турецкой крепости Енидуния, что в переводе означает «новый свет». Енидуния или Хаджибей – эта крепость больше напоминала небольшой форт. Две башни, невысокая крепостная стена, намного меньше этой цитадели Акерманской крепости. Позже Хаджибеем назовут и новую русскую крепость, построенную Александром Суворовым на месте сегодняшнего парка Шевченко. А в 1789 году это был небольшой поселок, не шире 200 метров, где жили в основном турки и нагайцы, занимавшиеся разведением скота. Да и сегодня в одесских степях, спустя 200 лет, род занятий местных жителей, пожалуй, не слишком изменился. Мирная жизнь поселка и крепости была прервана, когда российские войска, перейдя Южный Буг, вступили в Очаковскую степь, османские владения. — 14 сентября 1789 года отряд русской армии под руководством Иосифа Дерибаса совместно с казаками, возглавляемыми атаманом Головатым, начали штурм крепости. Турки, застигнутые врасплох, не оказали серьезного сопротивления. И, как утверждают очевидцы тех событий, кофе, сваренный для Ахмед-паши, не успел остыть. Но выпили его уже российские офицеры. А на утро, как описывает это событие потомок Иосифа Дерибаса Александр Дерибас: велико же было удивление грека Симона Аспариди, когда 14 сентября к нему в кофейню вошли вместо турок генерал Дерибас, а за ним блестящая свита русских офицеров. Русские утвердились в Хаджибее под топот запорожского гопака. Хозяин вынес лучшее кипрское вино и душистую мастику для офицеров. А для солдат выкатили на площадь бочонок водки. И пошло веселье.
Русской империи необходим был сильный портовый город на берегу Черного моря. Князь Потемкин в письме к императрице Екатерине пишет о необходимости укрепления всех бывших турецких крепостей. Во вновь приобретенной области необходимо приложить старания для приведения в порядок крепостей, оставшихся от турок. Очаков, Бендеры, Хаджибей. Светлейший князь так и не успел поучаствовать в дальнейшем развитии Новороссии. Потемкин скончался в дороге на пути к основанному им городу Николаев. В мае 1792 года Екатерина II издает указ, в котором повелевает новому генерал-губернатору края Василию Каховскому Обозреть всю Очаковскую область от Буга до Днестра и разведать, можно ли устроить там, на морском берегу, гавань. Государыне было предложено несколько мест для устройства гавани: Николаев, Очаков, Аджидери и Хаджибей. На Хаджибее настаивал Дерибас. Поначалу лишь для базирования Черноморской флотилии, а точнее для греческого батальона. Предложение Дерибаса строить порт в распахнутом настежь широком заливе выглядело безумием с военной точки зрения. Вон он весь, как на ладони. Однако для развития торговли просторный, легкодоступный и незамерзающий Хаджибейский залив представлял очень большие возможности. И 27 мая 1794 года Екатерина II издает указ, рекомендующий Дерибасу незамедлительно приступить к построению в Хаджибейском заливе города с гаванью и купеческой пристанью. Уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с купеческой. Уже в первый год основания города в гостеприимную гавань прибыло 39 судов. И хотя в Черном море в то время можно было встретить пиратов, ничто не могло остановить развитие торговли в Одессе. Идею Дерибаса поддерживает и Александр Суворов, который и так уже вовсю укреплял новый город. Здесь, на месте парка, возводится новая крепость. Именно Александр Суворов формирует гарнизон 2000 солдат и офицеров. Строится 5 бастионов, 120 орудий. До сегодняшнего дня сохранилась одна из башен и часть стены. В основу строительства нового города и порта лег план инженер-полковника русской армии датчанина Франца де Валана. При планировании Одессы он использовал прием древнеримского архитектора Витрувия. Все улицы начинались от моря и должны были продуваться ветрами, чтобы мусор сам сдувался в воду.
А 22 августа, 2 сентября по новому стилю 1794 года была торжественно проведена первая борозда под фундамент сооружений нового порта, большого мола, набережной, 2 деревянных пристаней для гребных и купеческих судов. В тот же день были заложены фундаменты 2 церквей – святого Николая, покровителя моряков, и святой Екатерины, в честь императрицы. Этот день принято считать днем рождения города. Веселый, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песни строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Я родился в этом доме. Когда-то Одесса начиналась для меня с балкона и ограничивалась этим двором. Как дети, среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает. Примечателен тот факт, что первыми заморскими купцами, прибывшими в Новую Гавань, были турки, недавние враги. Но это было не важно. Главное, как говорят в Одессе, что с этого можно иметь. Вероятно, именно такая постановка вопроса предопределила быстрое торгово-экономическое развитие города. Таможенная служба за границу отпускала чугун, железо, лен, масло коровье, мясо, сало, холст, свечи, семя конопляное, малороссийский табак, черную икру, овечью шерсть, пшеницу, сахар. А из трюмов прибывших турецких кораблей выгружали ореховую айву, бумагу хлопчатую, турецкие вина, ром, голландский кофе, лимонную корку, оливки, халву, сливы, персики, лук, уголь и, конечно же, саженцы растений.